Первый критерий – пробой границы. Но если вы уже смотрели первую часть видео про боковик, то знаете, что в боковике цена регулярно пробивает границы. Поэтому первого критерия мало. Второе условие – цена не уходит от границы боковика и не пробивает последний экстремум. Первые два критерия – предпосылка к движению, но их тоже недостаточно, поэтому должен быть третий критерий. Третий и последний признак – закрепление за границей максимумов. Если говорим про возобновление тренда вверх. Теперь посмотрим на примере, как применять эти критерии. Первый признак – цена пробила верхнюю границу боковика и после пробоя границы не идет ниже последнего минимума и даже не возвращается в диапазон боковика. Последний признак – закрепление цены за границей боковика. Чтобы лучше разобраться, посмотрим еще один пример. Как и в первом случае, все начинается с пробоя верхней границы, после чего цена не возвращается ниже последнего минимума, после чего закрепляется выше. Вы узнали про критерии, а теперь покажу, как принимать решение, в какой момент можно искать вход в сделку. До тех пор, пока цена не пробивает границу бокового движения, ничего не предпринимаем, так как цена в рамках боковика может двигаться долго, но как только границу преодолели, мы начинаем пристально наблюдать за поведением цены. Как вариант, можно поставить на границе боковика алерты. В отличие от флага, боковик редко когда после пробоя приводит к сильному направленному движению цены. Поэтому ждем откат, главное, чтобы он не был слишком глубоким и не пробивал последний экстремум. Будем ли мы сейчас открывать сделки? Нет, потому что боковое движение очень инертное и надо дождаться последнего подтверждения. И только после того, как цена закрепится выше, мы можем искать вход по тренду. В данном случае в лонг.